Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики и все любители программирования, робототехники и 3D-моделирования. Сегодня ролик посвящен созданию так называемых использованию компьютерного зрения и связанных с этим библиотек под компьютерным зрением, которые позволят нам моделировать процесс какие-то, которые связаны с этими алгоритмами, как компьютерное зрение, например. Для примера мы возьмем автомобильный симулятор, то есть имеется в виду, создадим автопилот, программу автопилотирования, которая будет считывать с экрана дисплей, условно, виртуальной машины и оценивать дорожную ситуацию и, соответственно, перемещаться. Вот сегодня мы как раз это начнем. В качестве виртуальной среды, которая будет имитировать дорожное движение, мы возьмем игру Mafia 2. Можно взять какой-нибудь другой, там, например, Mafia, хотите GTA Vice City тоже неплохой вариант, GTA 5 есть вариант, есть Need for Speed, то есть все, что вам нравится из области моделирования игр, связанных с автомобильным движением, можно использовать в данном случае в этом алгоритме. Я просто на примере данной игры Mafia, потому что она у меня сейчас есть, и я могу непосредственно влиять, знаю, что там есть машина, можно управлять машинами разного типа, город очень детально проработан, различные там загород и город сам. Поэтому дороги такие сделаны примерно похожи на те времена, там, условно, это 50-е, там, 40-е, 50-е года примерно. Поэтому интересно в этом плане поработать, как сделать так, чтобы машина наша перемещалась именно по дорогам, объезжала другие машины, не врезалась в стены, то есть более-менее адекватно варьировала в пространстве. Для этого мы будем использовать некоторые библиотеки, о которых я уже говорил непосредственно в других роликах, связанных, например, с компьютерным зрением. Это библиотека NumPy, это библиотека OpenCV, также библиотека будет связана с таймом, потому что время задержки, тут обработка кадра, тут это необходимо использовать. Ну и последовательно, может быть, дополнительно будут еще использовать библиотеки по типу SciPy, Matplotlib. Они тоже могут здесь использоваться и применяться. Может быть, даже случайные вариации. Ну и дополнительные элементы, связанные с математическими расчетами. Сейчас у меня представлен небольшой экран с проектом пустым и непосредственно открыто окно Mafia. Размер примерно окна делается так, что... Так, сейчас я уберу, чтобы она не мешала нам вот эта конструкция пока. Размер окна Mafia делается примерно игры 800 там, на 750, или 800 на, да, где-то 800 на 480, что ли. Примерно такая вот вариация размера. Это делается для того, чтобы рядышком создавалось некое окно, которое будет захватывать эту область окна. И делать такой дубликат. И на этом окне она будет искать, на втором, который она создаст, она будет искать границы, препятствий и, соответственно, давать определенные команды для игры. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится, я говорю, NumPy, OpenCV и еще один вариант, как библиотека Pil. И в данном случае из этой библиотеки нам нужен класс ImageGrab. И вот мы сейчас как раз попробуем это сделать. Итак, непосредственно я сейчас пока включу. Ага, так. У меня тут начало. Пусть будет включено начало. Сейчас мы откроем среду. Вот. Присядем в машинку.
Вот мы находимся непосредственно в самой машине. И непосредственно мы можем управлять. Все, окно готово. Окно находится в левом, условно, для меня в левом, для вас вот здесь вот будет. Ну, у вас вот здесь слева, да, соответственно. В левом верхнем углу. Примерно подобен там пиксели, можно так подвигать ее, где-то 10 пикселей, верхняя точка, 10-10. Ну и, соответственно, к ним прибавляешь по 10. И получаешь результат размера окна. И вот сейчас мы сделаем так, чтобы это окошко с игрой попало в область, которая будет обрабатываться. Для того, чтобы в дальнейшем эта область уже непосредственно оперировалась и обрабатывалась с помощью математических операторов. И вычислялись границы в самой игре, то есть в графике. То есть в идеале мы видим только тут 2D графику. И если бы это был бы настоящий беспилотный транспорт, например, с одной видеокамерой, то видеокамера в данном случае, так же как и здесь в данном случае игра, показывает только плоское отображение пространства. И нам нужно теперь научиться вот условно с одной камерой заставить машину двигаться примерно по дороге. Без лидаров, без радаров, там, соответственно, лазерных каких-то концепций, которые определяют еще расстояние до объекта, препятствия какие-нибудь, с помощью лазерных дальномеров или там ультразвуковых дальномеров. Мы без них будем пробовать это определять. То есть усложним себе задачу, ну, на основе только компьютерной модулирования. Как видите, дорога даже иногда не четко выражена. Зимнее время суток, потом может быть там время года, можно еще и летнее время года. Но потом посмотрим, как лучше будет работать. Сначала отработаем там на определенном виде машин, потом попробуем, может быть, реализовать это на другом виде машин, более универсальный код написать. Так, как я и сказал, нам нужно, соответственно, импортировать некоторые библиотеки. Так, я надеюсь, видно. Ага, все видно. Ну что ж, поехали. Итак, импортируем библиотеку, как я и сказал, библиотека NumPy. Библиотека NumPy. Импорт. NumPy. Импорт NumPy. Чтобы не писать много раз слово NumPy, можно ее сократить, например, NumPy. Но не будем мы делать, как в идеале там from и NumPy и импорт звездочка, чтобы просто совсем NumPy не писать. Почему? Потому что, может быть, нам понадобится в дальнейшем и библиотека matplotlib, и scpy, а иногда там некоторые функции очень пересекаются по названиям, и машина, программа может запутаться, из какой библиотеки данный класс или функцию она вытащила. Поэтому все-таки мы не будем делать так, чтобы она все импортировало, как бы и игнорируя слово NumPy. Мы просто сократим его, назвав np. Ну, в основном, в большинстве случаев так и делают. Программисты, если вы видели, иногда пишут в каких-то примерах с использованием NumPy, что именно NumPy описывают как np. То есть, дословно импортировать NumPy и назвать np. Это звучит так примерно. From вызовем нашу библиотеку pil. Я о ней тоже рассказывал, для чего она нужна, как в основном известно, для изображений. То есть она может открыть изображение, считать изображение и так вот с этим вариантом. Она может открыть изображение по адресу, а может открыть изображение, там, считать с экрана. И вот она нам нужна, чтобы считывать изображение с экрана, именно нашего окна. Так, но мы импортируем не всю библиотеку, чтобы не загружать систему, а только класс ImageGrab. ImageGrab. ImageGrab, ну, по названию понятно, что он именно захватывает картинку где-то в какой-то области экрана. Итак, для того, чтобы отобразить эту картинку, мы воспользуемся библиотекой OpenCV. CV2.
И для того, чтобы обрабатывать кадры, в дальнейшем там, считывать информацию, обработки кадров, это очень важно иногда посмотреть, как обрабатывать кадр, с какой скоростью, потому что может быть такое дикое запаздывание, что не факт, что будет хорошо это работать. Так, что мы сделаем? Мы еще импортируем время, конечно же. Time. И теперь, для того, чтобы он считывал, например, кадр каждого процесса, действия процесса, можем воспользоваться функцией процесс time. Тоже подойдет. Можем использовать time.time. Ну, тут не суть сильно важно почти. Ну, вот я возьму time процесс time. Возьму какую-то некую переменную, вызову, присвою данную функцию из так сказать, библиотеки времени. Ну и вот для знакомства просто, чтобы вы понимали, вызову этот t, то есть покажем, какой результат получим t при запуске данной программы. И сейчас запущу и отображу еще одно окно с результатом. Так. Сейчас у меня... Угу. Не то, не то. Вот она. Так. О. Вот видно, наверное. Итак, показано время загрузки. Это почти вот больше половины секунды. Ну, ушло на то, чтобы загрузить эту программу, обработать. Ну, параллельно, почему и такую сложность еще долго. У меня параллельно идет запись видео трансляции. Параллельно включена игра. И параллельно я еще запускаю и программу с импортированием нужных библиотек и работу с ним. Поэтому все это занимает достаточно времени. Нужно учитывать, что если отключить программу записи видео и уже работать непосредственно так, то будет времени достаточно меньше. Итак, ну что ж, что мы делаем дальше? Вот он понял, что время процесса запуска отобразилось. Теперь мы должны каждый кадр обрабатывать, который мы будем захватывать. Мы должны захватить кадр и обработать его каждый раз. Значит, каждый раз, чтобы обработать кадр, нам нужен какой-то цикл. В данном случае, как делают цикл предусловием, так называемым там, да? Нет, с постусловием. И, можно использовать цикл, например, бесконечный. Так называемый while true двоеточие. Enter. Далее мы создаем некую переменную, Windows, например, то есть окно, да, которая будет захватывать некую область. Image grabs, и есть функция grab, вот она мне подсказывает здесь. Указываем в скобочках параметр. Параметр указывается через box, так называемый, то есть коробку некую, то есть область, которую захватывает. И здесь мы указываем для него непосредственно значение данных элементов. Ну, вот я сейчас возьму 10,10, запятая 810. Я говорил, что 810 где-то в длину у меня выходит игра. Я уже настроил. Ну и возьмем 720. Пусть будет чуть побольше там. Так. Далее. Что мы сделаем? Мы... Так.
Да. Мы дальше выведем информацию о каждом кадре, проработанном кадре. То есть print, например. То есть с какой скоростью обрабатывается каждый кадр, каждый цикл. Например, напишем время кадра. Время кадра. Время кадра. И здесь отобразим, так сказать, плюс. Можно это сделать через плюс. Например, через str функцию. И в ней указать разность между time processing time, то есть следующий кадр, когда обработает, между между тем t, который уже обработался. То есть вон там у нас известен. Дальше пошел цикл. Тоже снимается это время. От этого времени отнимаем то время, которое уже известно. И дальше должен процесс продолжиться. То есть мы должны опять t присвоить processing time внутри цикла. Иначе он просто будет показывать не то, что нужно. А нам нужно только именно промежуток каждого, обработки каждого кадра. Идти. Вот так. Дальше нам необходимо с вами после этого отобразить этот кадр, то есть обработанный кадр, с помощью вот той самой OpenCV. В функции OpenCV есть так называемый класс imshow. То есть cv2.imshow в кавычках укажем, например, название этого окна, которое он отобразит. Я не буду придумывать сильно какие-то новые названия. Просто Windows, например, New. И здесь я укажу, здесь мне нужно указать процедуру отображения кадра. Почему это важно? Потому что OpenCV может отображать изображение в разных фильтрах, в разных цветовых палитрах. И нужно тут указать, в каком стандартном мы будем отображать. А наша задача отображать так, как оно есть примерно. Это используется класс, можно назвать, да, класс лучше, или функция cvt_color. cv2.cvt_color. И внутри нее укажем параметры. Параметр, что будем преобразовывать, какой цвет. А именно цвет будем преобразовывать того кадра, того области окна, который мы здесь записываем. Поэтому Windows, запятая. Дальше, в каком формате фильтре мы будем его отображать? CV2. Color. И режим отображения, так называемый, есть BGR2, RGB. Он самый распространенный вариант. Его чаще всего используют для отображения вот более-менее похожих, соответствующих отображению с экрана элементов. То есть в данном случае фильтр такой используется. И там их много, можно любой, вы можете любой использовать, только просто, чтобы он отвечал вашим задачам. Итак, BGR to RGB. Вот так. Теперь есть одна особенность у OpenCV. Эта особенность связана с тем, что кадр будет отображаться только в случае, если мы точно пропишем элемент, как это правильно назвать, это же элемент прерывания этой записи с помощью кнопки.
Вот так у него заложено, что именно это нужно обязательно писать. То есть без этой записи кадр не отображается. То есть не отображается это окно, запись. Поэтому мы здесь должны прописать условия. Так, сейчас я... If. И, так, с маленькой буквы. If. И мы должны прописать в условии нажатия некой клавиши. Тут клавишу можно выбрать, по идее, любую, но мы отобразим, например, клавишу Q. Так, будем использовать такое понятие, как cv2.write. Write ожидание. Ожидание ключа. Key. Key. Так. Так, неправильно написал. Угу. И в скобочках надо указать так называемое число, ну, можно сказать, число кадров, обработанных процессом. Почему это важно? Ну, это вот связано с особенностью отображения. Если мы поставим просто 0, то отобразится только один статичный кадр. Один раз, и больше не будет. Если 1, то значит один кадр в 1 секунду, условно. Отобразится. И, соответственно, примерно в 1 секунду 25 кадров. И ставить там либо 25, 30, 33. Вот такой формат. Можем поставить вот 30. Кто-то 33 ставит. Равно. И что значит равно? Значит, мы будем считывать отображение, отвечающее кнопочке какой-то. А каждая клавиша в key имеет свой идентификационный номер. Данный номер определяется чаще всего десятичным значением, можно даже 16-ричным значением. Для этого используется, например, функция ORD, которая определяет значение для этой кнопки. То есть функция ORD. И внутри в кавычках указываем кнопку, на которую будем нажимать. Ну, в данном случае у нас с маленькой буквы, поэтому Q будем сейчас кликать. Если мы нажмем кнопку двоеточие, кнопку Q, то необходимо закрыть окно OpenCV. Закрывается она вот так вот. CV2 Destroy. Destroy, значит, там удаление, уничтожение. Destroy all windows, то есть закрытие всех окон. Так, Destroy all Windows. Вот так. И после этого еще прервем цикл. Break. Вот примерно такая вот процедура записи получилась у нас с вами. Покажу. Давайте запустим, посмотрим, что у нас получится. Так. Следующая ошибка, и следующая ошибка возникла вот здесь. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, а давайте попробуем сначала просто закомментируем, поставим тут Windows. Вот так. Так, тоже выдала ошибку. Давайте попробуем, чтобы отобразилось OpenCV без ошибки, переведем данное окно, захваченное, с помощью массива np.error. То есть вызовем из NumPy функцию, которая обрабатывает массив, и наше окно, которое он захватил, будет переведено в массив чисел с определенным количеством, определенный массив по цвету пикселей. Соответственно, и дальше эти пиксели будут отображаться вот таким вот способом.
Так, захватили. Сейчас я его отображу. Подождите. Подождите. Угу. Так, захват окна. Так, вот отображается таким вот образом результат вычислений. Результат вычислений. Теперь отобразим, как отображается это в окне. Посмотрим, как это отображается в окне. Вот. Сейчас он, наверное, окно подвинул. Ага, как встал там. Так и дальше, да? О, вот так. Так. Вот как мы с вами видим. То, что происходит, процесс обработки. Я его сейчас поставил окно, которое находится в левом углу. Это синим кадром вычисляется. И то захват окно, которое захватывает, отображает этот участок, она отображается в виде красных значений этих элементов. Давайте посмотрим, как это будет отображаться непосредственно. Так. Не здесь. О, да. А теперь возьмем наше окно с игрой и отобразим, соответственно, как он будет отображать, посмотрим в идеале. То есть обратите внимание, цветовая палитра. Посмотрите, как она немножко по-разному. То, что сейчас есть красным здание, она отобразилась синим. Поэтому сейчас как раз и нужно, там будет OpenCV TV Color. Как раз мы сейчас его вернемся к этому процессу. То, что у нас не получилось. Мы сейчас попробуем сделать по-другому. Видите, немножко не соответствует цветовым элементам обработанная информация кадра. Желтая машина становится голубой. Белая почти не отображается. Красная становится синим. Ну и, следовательно, вот так вот примерно. То есть, я надеюсь, было все видно прекрасно. И теперь идем дальше. Так, уберем ее пока. Давайте исправим то, что мы... Исправим то, что получается разного цвета элементы. Вот как раз нам нужен будет здесь CVT Color, поэтому сейчас это вот все возьмем так и уберем. Вот так. Оставим здесь Windows. Пусть будет Windows, но так как он ошибку давал, значит нам нужно Windows обработать через массив. Поэтому вот этот image grab мы должны получить, то есть изображение от image grab мы должны получить в виде массива, а не просто отображение картинки. Поэтому нам нужен тут np, то есть numpy библиотека с массивом array классом, который будет отображать нам непосредственно наш кадр, будет преобразовывать в виде массив значений точек и преобразовывать, соответственно,
этот массив отфильтровывать с помощью OpenCV, где будет преобразовывать, то есть BGR в 2 RGB. Вот как раз здесь как раз и должен этот фильтр, как оказалось, как вы видите на практике, что цвет не соответствует реальности, и чтобы цвет соответствовал цветовой реальности, мы сейчас это и продемонстрируем. То есть используем Color BGR 2 RGB. Запускаем. Итак, у нас сейчас идет обработка информации каждого кадра. Вот примерно там то есть до 1/5, до 1/7 секунды. Обрабатывает достаточно хорошо для программы, причем при запуске многих дополнительных программ. Поэтому мы сейчас как раз на этом деле это и проведем исследование. Так, что мы сделаем? Вот у меня представлен игра. Я запускаю. Можете уже обратить, что она уже цветовая гамма также. То есть цветовая гамма та же самая, что в реальной игре и что в игре, которую мы получаем в результате отображения. Вот он. Вот. То есть все у нас действительно работает. Все замечательно теперь обрабатывается. Мы на этом первый урок закончим с вами. И следующий этап будет связан уже наложение, так сказать, меток и обработка уже масок, так называемых, с помощью OpenCV. То есть, когда поверх изображения мы накладываем еще какие-то дополнительные изображения для обработки. И вычленение определенных элементов можно также здесь использовать с помощью этих понятия масок. То есть, по цветовому палитру или еще как-нибудь. Вот сейчас мы видим результат нашей работы. Всем спасибо за внимание, кто меня смотрел, кто слушал. Надеюсь, вы можете повторить это то же самое непосредственно над любой игрой симулятор машин. Ну, сейчас можно вообще над любой игрой это проделать. С любой программой даже, неважно. Пока мы сейчас не запустили управление машиной, но в результате у нас есть только пока этот сбор данных, сбор изображения непосредственно на каком-то участке экрана. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Не забудьте подписываться и ставить лайки.